Всем привет! Мы приехали в Сочи для того, чтобы в середине ноября погреться на ярком южном солнце, посмотреть на Черное море и проверить одну очень старую легенду. Эта легенда известна еще со времен Древней Греции. Если излагать коротко, то в ней рассказывается о том, как Титан Прометей подарил людям огонь, а бог Зевс наказал его за это и приковал к скалам. Вообще-то на Кавказе есть несколько скал, претендующих на то, что к ним был прикован Прометей. Но в окрестностях Сочи целых 2 таких места. Эти места указаны во многих туристических справочниках. Вот мы и хотим посмотреть, где эти скалы находятся, как они выглядят и насколько похожи на те, что описаны в мифе. Сегодня отдохнем, а завтра с самого утра отправимся искать ответы. Хочу вам сказать, что погода в Сочи великолепная. На дворе середина ноября, в Москве -1, и когда мы вылетали, шел снег, а здесь плюс 15. Над головой голубое небо, светит солнышко, и от него даже жарко. Поселились мы в недорогом отеле. Номер очень небольшой, но вполне уютный. Из минусов лично для меня здесь слишком мягкая кровать. Ну, кому-то, если со спиной все в порядке, это даже может понравиться. А из плюсов в отеле есть классный бассейн с подогревом. Можно купаться с утра и аж до 10 вечера. Учитывая, что море сейчас не такое теплое, чтобы там плавать и плавать, бассейн очень кстати. А еще здесь на территории растут киви. Прямо вот так. Смотрите прям. Представляете? Вот это вот офигеть. Я, честно говоря, никогда не видела. Я думала, что киви это... Я думала, что киви это дерево, а это оказался... Лиана какая-то. Видели, что? Это лиана. Гостиницу эту мы выбрали, потому что она стоит на берегу реки Мзымты, самый крупный в Большом Сочи. Речка эта берет свое начало на заснеженном склоне Кавказского хребта на высоте около 3000 метров. И вот буквально здесь, недалеко, можно сказать, под окнами под нашими, она впадает в Черное море. И я, если честно, просто хотел посмотреть, как это происходит. А происходит это красиво, шумно и незабываемо. А там море и закат. Все идут смотреть закат на море. Но вернемся все же к древнегреческой легенде. По одной из версий, назовем ее первой, Прометей был прикован к орлиным или белым скалам. Скалы эти находятся на территории Сочинского национального парка. До них можно добраться 2 способами, с разных сторон. Из Мацесты, 4 километра 200 метров по дороге в горы. Дорога вполне себе неплохая, не считая того, что подъем очень-очень-очень крутой. Наверное, реально добраться и на такси. Или вторым способом. От отеля «Спутник» пешком все время вверх через Агурские водопады 4 километра 300 метров. Мы выбрали второй путь через водопады, чтобы посмотреть на них тоже. В 8 утра вышли из отеля, сели на автобус 125 от железнодорожного вокзала Адлера, который довез нас до ближайшего к водопадам поворота, а дальше пошли пешком. Нас высадили на автобусе вот там, и мы сейчас пойдем вот туда. Мы идем вот туда. Вот туда. Вот это вот КПП, где мы думали, что билеты, надо брать. Но, честно говоря,
билеты не вообще пока у нас не то что не спросили, мы даже не знаем, где их взять. Пока идем без билета. Это девушка Агура с кувшином. И это из кувшина льется водопад. Мы нашли вход. Билеты вот там покупаем. А буклет нам надо? Купи буклет тоже. А смотрите, какой я камушек нашла. Смотрите, какого цвета. Вот здесь прям лежал. Прям вот тут, да. Реальные скалы. Приблизительно 300 метров прошли от кассы вверх, а тут уже видна чертова купель. Такая себе огромная природная ванна, вымытая в камнях потоками воды. Вон молится кто-то, а там тетка сидит около чертовой купели и тоже молится. В общем, мы решили не мешать. Тропа, по которой мы идем, оказывается, была прорублена 110 лет тому назад краеведами-энтузиастами, членами Кавказского горного клуба за 2 года тяжелой работы. Какие же они все-таки молодцы, тут идти-то непросто, а тропу прорубать вообще на грани возможностей, мне кажется. Мы добрались до верхней точки. А нас, кстати, всю дорогу ведет вот там милая собака. Ты нас ждешь? Пойдем. Пес, пойдем. Верхняя точка маршрута с видом на Орлиные скалы. Куда мы, собственно, и поднимаемся. Одноглазое дерево циклоп. По преданию, предки этого дерева охраняли ущелье. А так, получается, леший в профиль. Ну ладно, мы тут ничего у тебя не ломаем, если что. Просто тихо идем к водопаду. А вот еще одно прикольное дерево в форме арки. Говорят, что в него ударила молния, но оно выстояло и стало таким вот. Здесь, оказывается, слезы Прометея. Мы так поняли, что вот это. Каждый день огромный орел клевал песнь Прометея, а за ночь рана затягивалась. Титан терпел, но все же ронял слезы, и они катились из его глаз в ущелье. Очень необычные камни. А тут написано «Конец маршрута». А нам еще идти и идти дикой тропой. Чувствую, приключение начинается. Да, мост разрушен, поэтому мы идем здесь. Вот здесь такое. Чтобы пройти к водопаду, надо карабкаться вот по этим камням. Вот оттуда, вот по этим камням, вот здесь. Вот так вот карабкаться. И потом, оп, получите бонус. Вот он, первый Агурский водопад. Смотрите, как круто. А еще здесь водятся вот такие огромные оводы. Или, может быть, шершни. Я точно не разбираюсь. И этот факт говорит как раз в пользу легенды, потому что к прикованному Прометею прибегала корова Ио, ужаленная огромным оводом. Нигде не находила она себе покоя. В бешеном беге неслась она все дальше и дальше, а овод летел за ней, поминутно вонзая в тело свое жало. Второго водопада надо лезть по очень крутой, вообще-то, горе. Это средний. А вот там вот был нижний, вот там.
Вот там внизу. По легенде, девушка по имени Агура хотела помочь Прометею, а бог Ахын рассердился на нее за это и превратил в реку. Вот уже. Ну, не считаю, что... А тут не видно. Ну, мы прошли вот так вот. Света. И тут лесенка начинается. А сами скалы, они вот там заканчиваются. Один неверный шаг, и можно упасть. Видели как? Уже никаких перил нет в конце. То есть идешь просто вот без загородки, без всего. Вот. Вышли. Солнце, вон, видите, вот оттуда светит так, что ничего не видно нам. Вот, короче, поэтому вот туда в гору мы идем, к статуе Прометея. Миф о Прометее начинается так. Пустынная дикая местность на самом краю земли, в стране скифов. Суровые скалы уходят за облака своими остроконечными вершинами. Кругом никакой растительности, не видно ни единой травки, все голо и мрачно. Да, пока, честно говоря, не очень похоже. Здесь как раз все в точности, да наоборот. Кругом одна растительность и много туристов. Но знаете, возможно же, что за столько столетий климат этого места круто поменялся. Давайте просто допустим это. А дальше по легенде должно быть так. Всюду высятся темные громады камней, оторвавшихся от скал. Море шумит и грохочет, ударяясь своими валами о подножие скал. И высоко взлетают соленые брызги, морской пеной покрыты прибрежные камни. Надо сказать, что до моря тут не близко. Ну, как мы знаем, там 4 километра. 4 километра, чтобы брызги разлетались вот так, как описано. Это, конечно, тоже, наверное, невозможно. А вот это вот слияние рек. Только не знаю каких. А здесь вон все отмываются, кто испачкался. Вот так. Сейчас идем еще выше. Но мне кажется, уже цель близка. Как ты считаешь? Думаю, что там, смотрите, как гора зато. Офигеть. Но это соседняя через каньон. А мы идем на другую. Осталось чуть-чуть. Вон там Прометей. Вот там. Да, вот сверху. Но далеко за скалами виднеются снежные вершины Кавказских гор, подернутые легкой дымкой. А вот это есть. Снежные вершины Кавказских гор здесь есть. Постепенно заволакивают даль грозовые тучи, скрывая горные вершины. Все выше и выше поднимаются по небу тучи и закрывают солнце, говорит легенда. Еще мрачнее становится все кругом. Безотрадная суровая местность. Никогда еще не ступала здесь нога человека. Нет, здесь в Сочи точно такого нет. Нам очень нравится Сочи именно за яркое солнце, синее небо и теплое море. Это не безотрадная суровая местность, 100% нет. Ну, хорошо, не будем расстраиваться. Может быть, климат круто поменялся все же, как вы думаете? Ура! Орлиные скалы! 379 метров над уровнем моря. Дошли! И вот он, Прометей, посмотрите. И далее по тексту легенды. Сюда-то, на край земли, привели слуги Зевса, скованного титана Прометея, чтобы приковать его несокрушимыми цепями к вершине скалы. А напротив гора Большой Ахун, 663 метра. Что, вот рядом с Прометеем? Рядом с Прометеем. Тут везде кафе. Шашлык, машлык. Это
чай. Сейчас мы узнаем. Шашлык недорогой, но мы не хотим. Мы просто чай возьмем с шоколадкой. В общем, от места захода до Прометея мы добирались 3 часа. И прошли 8 километров. Так что здесь нифига не 500 метров, как некоторые указатели пишут. Обдумав увиденное, мы поняли, что есть несколько фактов в пользу версии, что Прометей был прикован к Орлиным скалам. Это вершины Кавказских гор и наличие больших оводов. Но есть и факты против. Поэтому мы отправляемся искать гору Фишт, так как существует другая теория, что Прометей отбывал наказание, прикованный к ней. По Большому Фиштинскому леднику проходит классический маршрут восхождения категории сложности 1Б. Необходима специальная обувь, одежда, веревка и страховка. Ничего этого у нас, конечно же, нет. Да и к подъему на почти 3000-ник мы пока не готовы. Как говорится, подумаем об этом позже. А значит, что? Мы попытаемся посмотреть на Фишт издалека. Ведь эта гора была в ролике, который сняли к зимним Олимпийским играм в Сочи, и в честь нее был даже назван стадион в Олимпийском парке. А 7 февраля 2014 года на стадионе Фишт состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр. В интернете мы прочли, что эту знаменитую гору можно увидеть даже из Сочи. В одной из статей написано, что для этого надо дойти до северного мола морского порта новой территории, построенной к Олимпиаде, и посмотреть на горы. Друзья, мы отправляемся в Сочинский морской порт. Вот мы в Сочинском порту. Нам уже раз 25 предложили экскурсию на яхте. За 1000 рублей? За 1000 рублей. И на теплоходе за 700. А еще здесь можно поехать на экскурсию на Ахун 5 часов. Видишь, вот там вот Олимпийские кольца, да? Видишь? С другой стороны морской порт. А еще здесь рыбу, видать, есть. Вон, видите, сколько рыбаков? Здесь много красивых яхт и всяких корабликов. Аж глаза разбегаются. Представляете, как только мы появились в порту, покатать нас хотели буквально на всем. Мы так растерялись, что даже забыли, зачем пришли. Скажем честно, вид на гору Фишт из порта нами обнаружен не был. Может быть, мы не туда смотрели. Но не стали переживать на эту тему и зашли перекусить в первую попавшуюся кафешку. И в кафе заказали местную рыбу-барабульку. Оказывается, Света ее ест с головой, а я без головы. Сейчас еще принесут хачапури и 2 чая. И отдали 1000 рублей. Но, в принципе, нам вкусно. А еще мы заметили, что в Сочи очень много собак по улицам гуляет, и также много котов. Эти животные, хоть у них и нет дома, но они весьма добрые. Тусят у разных кафе, столовых и ждут, пока им что-то перепадет. Все вполне себе упитанные, видно, что не особо голодные. Это сочинские кошки. Ты красивая такая прям, да? Посмотри, какая красота-то. Привет. Скажи, пожрать-то принесли? Привет. Пожрать нету, извини. А пушистая-то какая? Да, очень пушистая. И прям такая красотка сидит. Ну, уже очень, да, красотка. Да. Мы к вам в гости приехали в Сочи. Да, в Сочи. Посмотреть, как вы тут живете. Хорошо вам тут, тепло, да? А у нас холодно, у нас снег идет. И солнце Представляешь? нет, а у вас солнце яркое такое. Лишь я не хочу. Как вы живете-то тут? В
Сочи-то. Мали мои. Это твое? Боишься меня? Да. Ну все, уходит. И теперь попали на пляж. Слышь, есть даже, по-моему, кто купается. Ну-ка, пойдем посмотрим. Ноябрь, если что. Ну он. Какое число сегодня? 13-е. 13 ноября. Купается? Ну, видимо, кто-то, но, по-моему, это редкие. Ну как редкие, 4 вон. Вон еще. Да. Магическая лавка. Идем смотреть. Идем? Да? А, это фэн-шуй, что ли? Здрасте. А, мы поняли. Ага. Все, мы поняли. Гарри Поттер. Мы на Гарри Поттера повелись. Да. А это что такое? А, совет. Понятно. Прикольно. Единственный вид на снежные вершины из города, который мы нашли, это вот этот. Но не знаем, Фишт перед нами или нет. Как нам отвечали местные жители, они же вершины не подписаны. Когда мы поняли, что гору Фишт из порта Сочи мы не увидим, тогда и решили посмотреть на нее со смотровой площадки на Ахуне. На этот раз от нашего отеля до места мы поехали на такси, так как пешком туда 10 километров. И вот, за 30 минут и за 600 рублей нас домчали на машине до самой башни почти. Говорят, что в средние века здесь тоже стояла смотровая башня, на которой при нападении врага зажигали сигнальные костры. Что тут интересного? Давайте смотреть. Для детей несколько аттракционов, детская площадка и южная резиденция Деда Мороза. Ой, как интересно. Повсюду кафешки, сувениры еще вижу. Обещали купить колокольчик. Это вообще не звенит. Я вижу. Ну, давайте нам тогда вот это вот это. И маме еще возьмем. Да. А почем такой гранатик высушенный? В Армении нет дома, чтобы не было граната делать. 200 Ага. рублей. Тут все в одну цену. Ну, конечно. Нет, не все. Большие Нет? колокольчики 250. А, ну да, ну да. Вот эта И пара. 400, и 500. Давайте. Вот эта пара 250. Пара А нам гранат купить тогда тоже? А гранат это символ чего? Символ любви и благополучия. Это Маленький. армяне должны знать. В Армении нет А, здесь дома, нет чтобы магнита. не было граната. Да. Это даже по интернету можно. Символ любви и благополучия. Блин, вот этот давай. Все, мы нашли. Возьмите вот это. Вот этот, хорошо, этот тогда на место положим. Спасибо. В интернете мы прочли, что в местных лесах можно встретить диких енотов, но пока только разные собаки милые, кошки встречают нас. Да? Пойдем. Ты чья? Ты хороший такой кот. Хороший кот. Эй. А ну тут траву какую-то, видишь, трескает. Здесь хорошо, очень нам все нравится. Но давайте будем уже подниматься на башню. Билет надо купить. Стоимость посещения 300 рублей. Подорожал? 200? 200 рублей. Построен в 1936 году на высоте 666 метров над уровнем моря по проекту архитектора Воробьева СИ. Высота башни 30,5 метров. Так вот, этот вариант башни появился в процессе генеральной реконструкции города Сочи в
ходе которой сначала силами заключенных ГУЛАГа сюда на вершину проложили дорогу в 11 километров. Это было в 1935 году. А потом, через год, по личной инициативе Сталина построили смотровую башню, которая идеально вписалась в окружающий ландшафт. Высота ее рассчитывалась так, чтобы деревья не закрывали обзор. Все сделано из здешнего известняка. Камень добывали на Ахуне, когда выравнивали проезжую часть и площадку на вершине. А вы видите дымок? Это шашлыки. Тут много шашлыков можно покушать. Правильно? Солнце, смотрите, прям. Вообще. Возможно, что вот это ледник Фишт. Ну тут видишь, сколько, блин. Да, ну здесь, да, и рядышком тоже в леднике гора. Да. Когда идешь по широким каменным лестницам, то можно наслаждаться окружающими пейзажами буквально отовсюду. Вот, отлично видно Черноморское побережье. Посмотрите. Ведь лестницы, оббивающие здания и балконы, находятся с внешней стороны. То есть весь фасад сделан как одна большая смотровая площадка. Только на последнем пролете лестница закрыта. Но есть большие окна в форме средневековых арок. Говорят, что 2 года назад в башню ударила молния, и появились трещины в полу и на стенах. Сейчас здесь поставили громоотвод, укреплен фундамент и все починили. С верхнего этажа видна панорама до 70 километров. Открываются виды всего Сочи, блестит синее море и белые шапки гор. А еще здесь все фоткаются. А где же все-таки Фишт? Ведь именно эту гору мы хотели увидеть со смотровой. Давайте будем искать. Не знаем мы, даже примерно. Гора должна быть самой высокой и чуть розоватой. Но где же она? Друзья, если кто знает, какая из этих гор Фишт, напишите, пожалуйста, в комментариях, а то мы так и не поняли. А может быть, это вот та гора? Если самая высокая, то вот это. Ну, вообще-то да. Ну, тогда это. Подводя итог, хотим сказать, что на башне на горе Ахун нам очень понравилось. Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Всем, кто любит такие места, рекомендуем побывать. Что же касается Прометея. Как говорится, время стерло улики, климат поменялся, и теперь практически невозможно отыскать то самое место, где он был прикован. Но разве это главное? Тут нет смысла доказывать что-то, верить и любить по-детски, вот что ценно. А в Сочи просто великолепно, даже в середине ноября тепло, солнечно и вкусно. За эту поездку мы еще многое не успели посмотреть и попробовать, а значит, обязательно вернемся, может быть, даже ближайшим летом. Ведь в море-то мы так и не искупались. Друзья, спасибо вам за ваше внимание и до скорой встречи!